Всех приветствую на своем канале Еда и выпечка. Сейчас я хочу замесить безглютеновое тесто из смеси безглютеновой. Вот это вот такая пачка. Шер, безглютеновая смесь. Это хлебная смесь, которой можно выпекать хлеб. Я всегда с нее выпекаю хлеб. Так, добавляем, здесь 500 грамм муки, 500 грамм смеси я добавляю. Такую чашечку побольше нужно выбрать, потому что для подъема, чтобы она еще место было, тесто будет подниматься. Ставим тесто. Примерно 500-600 грамм смеси, но я все делаю на глаз. Дальше берем дрожжи безглютеновые, тоже этой же фирмы, Шер, глютен-фри. Эта пачечка 20 грамм, но я добавлю половину, то есть 10 грамм. Это 2 чайные ложечки. Так, вот такие 2 чайные ложечки с горочкой примерно. Еще чуть-чуть. Так вот. Все это размешиваем. Сухие ингредиенты. Дальше я добавляю 2 столовые ложки подсолнечного масла. У меня домашнее масло. Я все делаю на глаз. Так, тоже замешиваем. Так, все это перемешали. Затем вот такая вот баночка у меня, 600 граммовая, 600 или 650 граммовая, точно такая баночка теплой воды, но не полной воды. Добавляю 1 чайную ложку соли без горки. Все это размешаем. Соль растворилась, все добавляем и мешаю при этом. Тесто получится вязким, оно и должно быть вязким тесто. Так, добавляю еще воды, грамм 200. Казалось, мало воды для вязкости. Все это размешиваем тщательно. Так, получилось такое тесто вязкое. Вот оно. Я вам показываю такое тесто. Теперь оставим его томиться, подниматься. Такой консистенции. Оставляю на час, чтобы тесто отдохнуло и поднялось. Накрываю. Также накрываю теплым полотенцем и оставляю на час. Тесто поднялось. Так, открываю крышку. Уже видите. Обсыпаю стол мукой. Так, отодвину. Так, обсыпаю и начну выкладывать тесто. Так, выкладываю
не все, некоторую часть для выпечки хлеба. Так, ну для хлеба, наверное, этого достаточно. Сейчас еще посмотрю. Замешиваем тесто. Так, выкладываем на противень, на форму для выпечки хлеба у меня круглая. Даю отдохнуть немножко, и оно поднимется примерно на полчаса. И выпекаю. Выпекаю в духовке. Так вот. Даю отдохнуть. Так, остальное тесто тоже замешиваю. Но добавляю масло. Так, немного еще муки припудрю. Здесь. Так, оставшее тесто выкладываю. На оставшееся тесто добавляю вот уже размягшее масло. Видите? Сливочное масло или для выпечки масло можно добавить побольше. И замешиваю тесто. Это уже для выпечки у меня будет тесто безглютеновое. Замешиваем, добавляю еще здесь муки, смеси побольше. Только не слишком тугое, мягкое тесто должно получиться. Так, добавляю, вот сейчас я вам покажу, безглютеновая смесь для выпечки хлеба. Вот припудриваю, так ждет, и замешиваю. Вот с этого теста можно будет выпекать и пиццу, и самсу, ну и все что угодно для выпечки. Такое вот мягкое тесто. Тоже даю немного отдохнуть. Или можно положить в холодильник. На следующий день можно будет выпекать. Заворачиваю в целлофан и в холодильник. Оно не пропадает. И до следующего дня, на следующий день можно будет выпекать уже все что угодно. И булочки можно выпекать, и пирожки запекать в духовке с начинкой, и булочки, и все что угодно, и самсу. Вот с добавлением масла. Так что вот такая вот работа с тестом безглютеновым. Я вот именно вот так замешиваю. Так, поделила вот. Сейчас хочу 3 лепешечки пожарить. Оставшиеся вот ложу в холодильник. Целлофан заворачиваю и в холодильник.
Так, сейчас пожарю вам, покажу. Получатся очень вкусные 3 лепешки. Безглютеновые. Так, вот одна, вторая. Ой-ой-ой, надо аккуратно с этим тестом. В ней отсутствует клейковина, так что с этим тестом всегда нужно аккуратно. Так вот раскатала. Теперь займусь зажаркой. Так, вот жарим. Сейчас еще немного прожарится. Лепешки готовы. Они безглютеновые лепешки. Но кто любит сладкие, при замесе теста добавляйте по вкусу сахар. Тогда получаются сладкие лепешки. Так, ну. И так тоже вкусные. Всем приятного аппетита! Вкусно прожарились безглютеновые лепешки. Еще вкусно.